Прикиньте, это мой собственный Zoom на моем собственном сервере. Я могу создать встречу для звонка и потом скинуть эту ссылку другим людям, и они подключатся. И мы будем показывать друг другу демонстрации экрана, общаться по видеосвязи и устраивать голосование и общаться в общем чате. Прямо здесь, в этой комнате. И это находится на моем сервере и никогда не будет никем заблокировано, потому что нафиг никому не надо. Потому что находится на моем собственном сервере. И сделал я это за 5 минут. И вам могу сейчас показать, как это сделать, если досмотрите до конца. Вообще это Jitsi, это полный аналог Zoom. Здесь есть все. Демонстрация экрана, общий чат, возможность голосовать и даже аплодировать. Короче, здесь есть все. В комнате могут размещаться 10, 15, 20, 30 человек в зависимости от мощности вашего сервера. И это все можно настроить реально за 10 минут. И это будет бесплатно. Ну, вам нужно будет заплатить за свой домен и за сервер, который вы арендуете, но за сам Jitsi платить не нужно будет. Погнали, покажу, как это работает. Аналог Zoom называется Jitsi. И вы можете пользоваться этим сервисом в открытую через их сервер или установить его себе и настроить на своем сервере. Как это сделать? Для этого вам потребуются две вещи. Ваш собственный сервер и домен. Сервер можно взять в аренду, домен можно зарегистрировать на себя. Я буду все показывать на примере сервиса Biget. Ссылочку на него вы найдете в описании. Все, что нам нужно, это зарегистрировать здесь свой домен. То есть вы пройдете регистрацию на сайте Biget. Я думаю, что вы с этим разберетесь. Дальше вам нужно перейти в раздел «Мои домены», точнее в раздел «Регистрация доменов» и вписать сюда свое название для домена. Например, звонилка. Не аванилка, а звонилка.ру. И вот звонилка.ру будет доступен, его можно купить за 199 рублей в год. А продление будет что-то около 400 рублей в год. Продолжаете, указываете свои данные, и этот домен становится вам доступен. Ждете, пока он обновится полностью и начнет работать. У меня здесь уже есть готовый домен, я буду использовать вот этот tglinker.ru для того, чтобы сделать его на своем сервере, и по этой ссылке потом у меня будет свой собственный Zoom. Дальше нам необходимо перейти в раздел «Облако», и здесь есть кнопка «Создать виртуальный сервер». Я нажимаю «Создать виртуальный сервер», предварительно пополните баланс, чтобы у вас был запас денег на то, чтобы арендовать сервер, и можно выбрать локацию, где будет находиться ваш сервер, например, в Москве. Дальше нам нужно 2 ядра и 4 гигабайта. В нашем случае нужно установить вот этот ползунок на 4. Такой сервер будет стоить 23 рубля в день. Дальше выбираем ось системы Ubuntu. Дальше нам необходимо либо задать самим пароль, либо этот пароль придет к нам на почту. Дальше нажимаем на кнопку «Создать виртуальный сервер». Все. Мы только что сделали свой собственный сервер. Он создается, на это потребуется, может быть, минутка, 2 или 3. И дальше нам нужно сделать вот что. Нам нужно скопировать IP-адрес, это вот этот вот адрес с точками нашего сервера, и к этому серверу привязать наш домен. Для этого возвращаемся на главную страницу Biget. Где она у нас, кстати? Облако. Вот внизу домены. Заходим в свой домен tglinker.ru, у вас он будет свой, у меня здесь пока что ничего нет, и здесь нужно нажать на 3 точки. И нужно зайти в раздел «Редактировать DNS». Здесь нам нужно создать новую запись типа А и вставить те циферки, которые мы скопировали. Это 109, 69, 18, 82, у вас будут свои циферки. Нажимаем «Добавить». И дальше смотрим на нашем домене tglinker. Здесь у нас теперь 2 записи со старым IP-адресом и с новым IP-адресом. Мне нужно нажать на кнопку «Отредактировать», и одну из записей со старым IP-адресом, вот эту, нужно удалить. Вот эти записи, они привязываются где-то 10-15 минут. Сам домен у вас, когда вы его купите, он заработает где-то через час, может быть, через 2. То есть вы сделаете это, пойдете там попить чай, сделать свои дела, и потом вернетесь и отредактируете запись типа А. Дальше я написал специальный скрипт, который всего лишь одной командой легко и просто настраивает Jitsi на вашем сервере. Как это работает? Вам нужно попасть на свой сервер через
свой компьютер. Есть несколько вариантов, как вы это можете сделать. Например, здесь есть встроенный терминал. Прямо здесь открывается вот такое окошко, где вы можете вписать логин и пароль, который вам придет на почту от вашего сервера. Либо вы можете сделать это через приложение «Командная строка» на своем Windows или через приложение терминал, если у вас Mac. Я прикреплю внизу инструкцию, как правильно подключаться к своему серверу по безопасному соединению SSH, потому что на Windows это сделано сложно, на Mac покажу прям, как сейчас это сделать. Что нам для этого нужно? Нужно скопировать вот эту строчку root, затем нужно открыть нашу командную строку, для этого я открою ее в отдельном окошке, и дальше нужно вписать очень простую команду SSH, подключение. Затем вставить вот этот root, собака, наш IP-адрес, нажать на кнопку Enter. Появится предупреждение, что это какой-то неизвестный адрес, и нужно будет его запомнить, поэтому мы вводим команду yes. И дальше он просит наш пароль от этого сервера. Мы заходим на почту, куда пришли доступы от нашего сервера. Вот наш виртуальный сервер, мы копируем его пароль. Закрываем письмо, оно больше нам не нужно. И теперь сюда пароль вставляем через Ctrl-V или через правую кнопку мыши «Вставить». Но самое главное, что пароль не будет отображаться, его не будет видно по умолчанию. Все, мы вставили, вот он. Мы получили доступ на свой собственный сервер. Мы находимся на своем сервере. И теперь нужно всего лишь скопировать тот код, который я для вас приготовил. Он находится на сайте GIST. Нужно нажать на кнопку RAW, чтобы открылся весь код целиком. И нужно его скопировать. Вы можете вот так вот мышкой выделить весь код. Я использую горячую клавишу Command-A или Ctrl-A и Ctrl-C для того, чтобы скопировать этот код целиком. Затем я вставляю его в терминале через Ctrl-V или Command-V. Жду, пока он сюда прогрузится. И нажимаю Enter. И мы попадаем в установщик. Здесь нужно нажать еще раз Enter. И дождаться, пока до конца этот скрипт прогрузится. Мы сейчас находимся на вашем собственном сервере, и получается, вы со своего компьютера управляете как бы удаленным компьютером, который находится далеко от вас. Смотрим, определяет IP-адрес сервера, он определил IP-адрес сервера. Сейчас мне нужно ввести домен, который у меня был в личном кабинете. Вспомним, где он у меня находится, вот здесь домены и поддомены. И у меня домен называется tglinker.ru. Возможно, записи еще не обновились, поэтому проверку этот домен не пройдет. Но попробуем. Вставляем домен. Он нашел А-запись. То есть у меня А-запись уже обновилась. Это здорово. Скорее всего, у вас тоже будет так все быстро. Дальше необходимо ввести свой email адрес, куда придет уведомление о ключе безопасности SSL. Нажимаем Enter. Дальше мы говорим, нужно ли, чтобы любой мог создавать встречи через наш сервер, или нужно, чтобы это могло делать ограниченное количество людей. Я сейчас поставлю галочку N, или хотя давайте поставим галочку Yes. То есть да, создавать могут только администраторы. Дальше нужно придумать логин администратора. Я придумаю логин простой, админ. Затем нужно придумать пароль. Я сейчас придумаю простейший пароль. Он, кстати, здесь тоже не отображается. Нажимаем пароль 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Произношу его вслух, чтобы вы знали, какой пароль. Да, все. И он подводит итоги. Домен у нас вот такой, почта вот такая, аутентификация, то есть авторизация включена, логин админа admin и пароль 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Супер секретный. И если все верно, начинаем установку. Нажимаем кнопку «Да», то есть «Yes». И происходит установка и выпуск всех необходимых сертификатов, настройка всех необходимых плагинов, то есть начинается какая-то работа на сервере. Вот он пока шуршит и устанавливает, я вам расскажу, почему все именно так, да, немножко технически заморочено и сложно. Дело в том, что от мощности вашего сервера будет зависеть количество людей, которые смогут войти в вашу комнату для разговоров. Внутри комнаты у вас будет возможность пользоваться чатом, общаться через видео, демонстрировать свой экран, устраивать голосование и так далее. Я проверял это с друзьями, это очень хорошо работает.
При всем при этом все данные будут храниться на вашем сервере и никуда их не покидают. То есть данные находятся у вас, все максимально зашифровано и безопасно. И скрипт я настроил таким образом, чтобы вам не пришлось вот это все настраивать, вводя очень много странных каких-то команд в терминал. Все, что вам нужно сделать, это просто подключиться к своему удаленному серверу. Да, для новичков это сложновато и непросто, но внутри вам нужно вставить всего лишь одну команду, а дальше в ней ввести очень понятные критерий для настройки. Что происходит сейчас? Jitsi Meet установлен, то есть сама по себе программа установлена. Сейчас получается SSL-сертификат. Из-за того, что домен свежий, могут вываливаться какие-то ошибки или какие-то проблемы могут быть, но на самом деле все установится и запустится. Теперь, когда все установилось, все, что нам нужно сделать, это открыть наш собственный сайт в браузере. Открываем его, заходим, и у нас есть сервер для видеоконференц-связи. То есть теперь я могу зайти и создать новую встречу. Meet, например, или как-нибудь по-другому ее назвать. Создать конференцию. Затем разрешить пользоваться микрофоном. Затем я ввожу admin и пробую присоединиться ко встрече. Да, и я попал на встречу. То есть сейчас нахожусь на встрече только я. У меня есть возможность выбрать микрофон, настройки камеры. Я могу размывать фон. Да, у меня вот выбралась не та камера, которую я хотел. Ну да ладно. Я могу сделать здесь легкое размытие, сильное размытие. Мне это как бы ни к чему, но вот могу, например, сидеть на пляжу. Но у меня фон неподходящий, поэтому некрасиво это все выглядит. Я могу здесь настроить звук, видео, оповещения, настройки модератора, сочетание клавиш. Могу плиткой разложить, как должны отображаться люди, которые на созвоне находятся. Могу посмотреть список участников, пригласить кого-то. Могу поднять руку, опустить руку или воспользоваться какой-то эмоцией. Она здесь используется вместе с звуком. То есть у меня здесь не получается. Сейчас мне нужно подвинуть тут панельки всякие, которые мне мешают. И, например, можно со звуком ставить реакции, это прикольная штука. Можно добавить сессионный зал, то есть разделить людей на разные группы. Короче, здесь куча настроек, как в самом Zoom. И все, что нужно сделать, это кинуть сейчас мне ссылку на название моей конференции tglinker.ru/meet, и люди смогут присоединиться в эту комнату и разговаривать со мной. Получается, что это мой собственный Zoom, который находится на моем сервере, в который я могу пригласить там 10-20 человек для того, чтобы провести разговор, а потом еще сделать запись и в процессе еще сделать демонстрацию экрана, а еще в процессе общаться с ними в чате или делать опросы, например. Классная штука. Рекомендую вам повторить все за мной по шагам. Я постарался сделать все максимально просто. Все ссылки на нужные материалы я разместил внизу в описании. Используйте. Меня зовут Артем Исламов. Это лысый из браузера. Делаю так, чтобы нейросети помогали вам жить и работать. Но сегодня урок не про нейросети, а про свой собственный Zoom на своем собственном сервере. Поставьте лайк, нажмите в колокольчик, что еще нужно там нажать на кнопку подписаться, и в комментариях задавайте вопросы, если вдруг они есть. Желаю успехов.